Перед началом ролика я хочу, чтобы вы подписались на мой канал. И побыстрее, иначе Автоботы захватят мой канал. Аниме начинается солнечным утром, когда главный герой по имени Акира пробует онлайн-игру в своей комнате, внезапно его соперники отключаются, и он решает, что пора идти на урок. Поэтому они завтракают в другой комнате. Очень грязно, и он явно выходит из дома. Пока он идет в школу, он тоже играет в Тетрис на своем телефоне, потому что это то, чем он очень увлечен, и он играет в него очень и очень много часов. Это заставляет его сверстников смотреть на него как на чудака, несмотря на то, что у него очень хорошие оценки, так как его очень легко запомнить. Внезапно, когда он думает о том, какой скучной кажется ему его жизнь, перед ним припарковывается машина. И группа людей, и я действую так, как будто я не знаю, как он выглядит. Затем из машины выходит мужчина в зеленом костюме с лицом закрытым бинтами и одним махом избавляется от фургона. Этот человек направляется к Проту и пытается напасть на него, но он без особых проблем уклоняется от него и убегает как может на велосипеде. Таким образом, Прота начинает убегать от странного человека по городу, но ему не удается заставить его оставить его в покое. Поэтому он решает воспринимать это как игру и направляется в город. Разрушенное здание, чтобы я мог его подставить. Тут Прота понимает, что он необычный человек, поскольку он прыгает на большие расстояния, как животное, и у него очень много сил. Однако ему удается заманить его в ловушку и бросить сверху кусок металлической бочки, который его сильно ранит. Несмотря на раны, мужчина пытается прыгнуть на Прота, чтобы поймать его, но тот сопротивляется железным прутом и сбивает его с ног. Мгновенно появляется девушка, похожая на кошку, и говорит Проте, что она не ожидала, что сможет справиться со своим питомцем, но что это так игра, которую вы не можете выиграть. Потом выстрел пробивает руку Прота, проделывая в ней большую дыру, и он падает ничком. Когда он просыпается, он оказывается в странной комнате в окружении незнакомых людей, на которых, как и на нем, надеты наручники. Внезапно снова появляется девушка и представляется как Мион, которая отныне будет его гидом. Мион объясняет, что существование всех них было стерто из реального мира, поэтому у них нет прав человека. В этот момент мужчина прерывает Мион, и она пользуется возможностью, чтобы объяснить им второй важный момент своей речи. Внезапно мужчина падает, пронзенный выстрелом, и мы видим, что Мион превратила свою руку в своего рода пушку. Она объясняет, что в обмен на то, что она забрала у них все, что у них есть в этой жизни, они получили силы, за которыми будут постоянно следить. Однако она дает им понять, что если они не получат все, что у них есть в этой жизни, им придется покинуть шоу, поэтому они должны приложить усилия, чтобы быть достойными быть в этом месте. После этого он начинает объяснять правила шоу, и Мион говорит им, что их жены служат для поддержания новой власти, но что они исчезнут, как только загорится зеленый свет. А затем они смогут убить или причинить вред кому захотят, поскольку это полностью разрешено. Затем Миун подходит к девушке в очках по имени Ринго и спрашивает, есть ли у нее какие-либо сомнения, но она не хочет вмешиваться. И так далее он спрашивает всех участников, таких как парень по имени Мадока и еще один по имени Шин, хотят ли они узнать что-нибудь еще. Шин спрашивает, что это такое и что он там делает, но я отвечаю, что это не то, о чем я могу вам рассказать. Потом появляется светловолосая девушка по имени Юри, и она задает вопрос, почему они выбрали именно их. Мион отвечает, что это несколько скучный ответ, но в конце концов признается ему, что все они были выбраны случайным образом. В тот момент, когда появляется женщина по имени Янки, предупреждает, что первое испытание должно начаться очень скоро, поэтому она ведет группу на улицу. Каждый участник идет в свою комнату, и там ему дают черную бумагу, в которой объясняется его сила, в то время как Мион и Ян наблюдают за всем с помощью камеры наблюдения. Камера, и они обращаются к Проте как к любимому ведущему программы. Прота прислоняется к стене и вдруг слышит сильный взрыв, так что он думает, что кто-то уже испытывает его силы. Таким образом он понимает, что Мион подталкивает его убивать друг друга, так как он не наказан за причинение вреда или убийство кому-либо. Начинается первое столкновение, и Прота должен встретиться лицом к лицу с Мадокой, мальчиком, который всегда ненавидел ходить на занятия. Элли предупреждает, что он должен сдаться, так как ему нечего делать со своей силой, и вскоре после этого зеленый свет знаменует начало боя. Мадока превращает палку, которую он держит в руке, в острый меч и пытается им разрубить Прота, но ему удается увернуться от него и сбежать.
Таким образом, Прота начинает обманывать его серией уловок с другой комнаты, чтобы заставить его поверить, что он не хочет использовать свою силу. Через некоторое время Прота обманывает Мадоку, говоря ему, что он уже видел ее силу и что она явно очень опасна, вот почему он не хотел ее использовать. После этого Прота показывает, что его сила также состоит в том, чтобы превратить свою руку в мощную пушку, как у Миона, и это очень пугает Мадоку. Проте удается преобразовать свою руку так же, как и девушке, и он стреляет, серьезно ранив своего противника. Мальчик сдается, увидев силу, которой обладает Прота, и Мион завершает первый раунд как победитель Прота. В этом он уже спрашивает его, почему Прота не использовал такую ужасную силу с самого начала, но Мион объясняет ему, что это не его способность, на самом деле Прота обладает силой, которую враг считает своей, и вы должны использовать ее в наилучший возможный момент, чтобы сделать ее невероятной. Вот почему Эль Прота использовала Мион в качестве своего первого боя, так как они оба видели ее силу, и это было то, что могло дать ей победу. Столкнувшись с этим, Мион говорит Янде, что доверяет Проте и относится к нему как к принцу, поэтому ожидайте от него великих свершений. Затем он идет в сопровождении нескольких охранников после своего испытания и по дороге видит, что Юрий направляется к своим. Позже нам показывают, как Юрий пришел на его игры, и мы обнаруживаем, что он также ненавидит слово «случайность». Оказывается, она напросилась на неприятности с хулиганом из-за того, что обнаружила, что он ранен, и предлагает свою помощь. Этот парень начал преследовать и искать ее повсюду до такой степени, что создал ей проблемы с доверием. Ее мать приводила домой незнакомых мужчин, с которыми она случайно встречалась, когда собиралась сводить ее в бары. Однажды она привела мужчину и напилась с ним, поэтому они попросили Юрия присмотреть за его маленькой дочерью. Юрий устал от стольких случайностей в своей жизни, но последняя капля переполнила чашу его терпения. Однажды днем Юрий случайно столкнулся со своим преследователем, пытавшимся покончить с собой с высоты здания. Она поднялась, чтобы помочь ему, но этот воспользовался моментом, чтобы схватить ее и выбросить вместе с ним из здания. После этого она появилась в играх Мионга, так что теперь она отчаянно ищет способ вернуться домой. Таким образом, мы видим, что Юрий очень расстроен ответом, что они были выбраны случайным образом, и расстроен тем, что оказался в этом месте. Потом она решает вскрыть конверт, содержащий информацию об их силе, и решает попробовать это. В этом мы понимаем, что дрожь, которую услышал Прота, была делом Юрия, хотя нам не ясно показано, какой силой он обладает. Затем нам показывают еще одно воспоминание о Юрии, в котором он однажды приходит домой и обнаруживает, что дочь его нового парня находится там одна ее мать. Юрий решает приготовить еду для малышки и принять ей ванну, так как она была голодна и грязна, потому что ее отец не заботится о ней. Однако, когда они собирались вместе принять ванну, Юрий обнаруживает, что у девочки странные отметины на спине. Ея вспоминает, что ее мать тоже очень плохо обращалась с ней в детстве и говорила ей, что она разрушила всю ее жизнь. Вернувшись в настоящее, Юрий идет полной решимости выиграть испытание и выбраться из этого места, вместо того, чтобы продолжать убегать от всех проблем, которые его окружают. Его первым соперником оказывается мускулистый мужчина, который раньше был крупным бизнесменом и платил за отношения со студентами. Когда одна попыталась вымогать у него деньги, узнав, что он распоряжается немалыми деньгами, он задушил ее и начал ее трансформацию. Он превратился из толстого подавленного мужчины в мускулистого и активно охотящегося за своей добычей, которой были молодые девушки. Сила этого солнечного человека заключалась в настроении соперника, чтобы он мог воспользоваться этим, и у него большой фетиш на студенток. Поэтому этот мужчина пытается доставлять Юрию неудобства на протяжении всего противостояния, вплоть до того, что снимает с себя одежду. Затем ему удается поймать девушку и сказать ей, что это большая случайность, что его первый соперник – студент. Услышав это, Юрий приходит в ярость и активирует свою силу, с помощью которой он ломает руку, сжимающую его до деформации, и освобождается от него. Таким образом, мы обнаруживаем, что сила Юрия заключается в том, чтобы умножить его физические способности на 5, и что это интуитивно понятная и сложная вещь в использовании. Однако в то же время, когда он это делает, сила Юрия возрастает. Чувствуя себя в опасности, она начинает избивать отвратительного мужчину до тех пор, пока он не выйдет из строя и выигрывает его раунд. Единственное, что волнует Юрия, это вернуться домой к Рири, маленькой девочке, о которой он должен был часто заботиться, и ради нее он хочет выиграть это мероприятие. Через некоторое время охранник ведет Прота в другую комнату, где он встречается с Мадокой, Сином,
с Юри с другим мужчиной. Следующее испытание – командный бой из 5 человек. У группы есть 2 часа, чтобы подготовиться к следующему бою, поэтому неизвестный мужчина представляется как Саватари и начинает объяснять свою силу, которая заключается в превращении пуговиц в веревки, что кажется довольно бессмысленным. Потом каждый рассказывает, в чем его мастерство, и таким образом мы узнаем, что умение Шина – стать непобедимым на 2 секунды. Хотя он говорит, что ему еще не приходилось его использовать, так как раньше он занимался борьбой и имеет физическое преимущество перед всеми его соперники. Прата решает, что лучше не рассказывать группе о своей истинной силе и утверждает, что его цель – превратить свою руку в пушку. После этого Прата спрашивает Мадоку о его ране, и он рассказывает ему, что после боя его вылечили и дали какое-то лекарство, но что в том, что они сделали, не было ничего страшного. Это потому, что для шоу они одноразовые. И через 2 часа начинается второй этап, и 5 товарищей прибывают на боевой рейн. Там они встречают свою команду соперников, состоящую из 4 человек, а 5-й сидит в стороне, избегая всеобщих взглядов. Мион сообщает им правила этого противостояния из диспетчерской, и таким образом Прата понимает, что их обманули. Бой состоит в том, чтобы вывести соперника с ринга, убить его или заставить сдаться, но это индивидуальные бои, то есть 1 на 1. Создание команд из 5 человек просто кажется оправданием для Миона, чтобы каждый раскрыл свои способности и таким образом выставил себя перед будущими соперниками. Затем объявляется первый матч Саватари против длинноволосой рыжеволосой женщины по имени Ринг. Сначала Ринг пытается убедить себя сдаться, потому что ему не нравится драться, и предлагает ему заключить сделку. Саватари соглашается, потому что он тоже не любит драться и хочет сделать все возможное, чтобы выжить. Поэтому он играет лицом к лицу с монетой, которая должна покинуть ринг. Однако, как только Агватари бросает монету и отводит взгляд, несколько кристаллов проходит через его тело, и он автоматически падает на ринг. Земля. Эль Прата пытается выяснить, как работает сила ринга, поскольку она полна решимости убивать, а не торговаться, но явно не может этого понять. Вскоре приходят врачи, чтобы забрать безжизненное тело Саватари, но Мадока начинает спорить с Шином и Юри из-за того, что произошло. Понимая, что ссора в данный момент наименее удобна, Прата говорит им отложить свои комментарии на потом. Вот и наступает следующее противостояние, а именно Шин против Ринго, и хотя она кажется совершенно спокойной, как только Шин бросается на нее, Ринго поднимает руку. «Протяни руку и объяви, что сдаешься в этом раунде». Это всех удивляет, но как только он возвращается со своей командой, мы обнаруживаем, что ложная способность Ринго копировать силу соперника. Она говорит, что не смогла этого сделать с Шином, поэтому она должна выполнить какое-то условие, чтобы он активизировался, и с ее телосложением она не может победить его. Рин очень расстраивается из-за Ринго и хватает ее за шею, угрожая ей, поскольку из-за него они могут проиграть тест. В этот момент появляется другая девушка по имени Сайока и явно успокаивает Ринго, говоря ему, чтобы он выиграл свой раунд, поскольку его сила дает ему большое преимущество. Таким образом, мы обнаруживаем, что настоящая сила Ринго заключается в копировании 1/10 силы его противника. Как только эта способность активируется, он может познать силу противника, но он знал, что против Шина ее невозможно использовать, и поэтому сдался. Следующее столкновение было между Саекой и Мадокой. Как только они оба выходят на ринг и наручники снимаются, они автоматически бросаются в атаку. Сила Сайока заключается в том, чтобы бросать шарики, которые становятся гигантскими и тяжелыми, когда она их активирует. Таким образом, она начинает атаковать Мадоку. Хотя он вовремя отталкивает ее своей палкой деревянной. Саека понимает, что победить его будет нелегко, и начинает бросать шарики по 3 за раз. Столкнувшись с этим, Мадока решает активировать свою силу и превращает палку в меч после того, как разрезает пополам один из гигантских шаров Саека. Таким образом, мы обнаруживаем, что настоящая сила Мадоки заключается в том, чтобы превратить палку в меч, способный разрубить все, что находится перед ней. Саека загоняет Мадоку в угол гигантскими шарами, пока тот в конечном итоге не окружает его, хотя напоминает ему, что он может просто разрубить ее. Она в ответ бросает мрамор и прыгает, в то время как он избавляется от него, чтобы начать свою последнюю атаку. Однако, когда она собирается выстрелить волной, он разбивается, и мрамор разлетается вдребезги. Он падает на землю, не трансформируясь.
Мадоке удалось создать второй меч меньшего размера, разломив свою палку надвое, прежде чем она разрубила мяч Саэко. Таким образом, ей удалось освободиться от двух атак и оставить девушку без боеприпасов, чтобы продолжать сражаться. И Мадока настаивает на том, чтобы Саёка сдалась, но вместо этого она благодарит его за то, что он ослабил бдительность. В этот момент мы видим, что мрамор, который был до этого, облетел его ноги, и Сико активирует его, очень сильно ударив его по частям. После этого удара Мадока теряет сознание от боли, и когда он просыпается, Прата спрашивает его, как он мог проиграть таким образом. Через некоторое время ринг снова становится пригодным для предпоследнего поединка, и выходят следующие два игрока. Эль Прата сталкивается с человеком по имени Каджи, который был простым рабочим, которому надоела его жизнь. Потому что он всегда был второстепенным персонажем и никогда не чувствовал себя ценным. Он умер, когда на него упала железная балка на улице. Там Прата решает поэкспериментировать со своей силой и думает, кого можно считать врагом в этих обстоятельствах. Поэтому он поворачивается к Мадоке и говорит ему, что и не думает прощать его за поражение в своем раунде и за то, что оно повлияло на остальную команду. Из-за этого рука Праты снова превращается в пушку, и она стреляет прямо рядом с Мадокой. Это заставляет практически всех поверить в то, что их сила та, которую они видят, и Каджи очень пугается, увидев, с чем ему приходится сталкиваться. Однако, когда Прата стреляет в него, мужчина очень испуганно приседает и касается земли руками. Внезапно пуля исчезает, и вот так все выстрелы, которые Прата делает в его сторону. Саэко и Ринго начинают подбадривать Кодзи, а затем Рин говорит ему, что если он выиграет бой, и он будет вознагражден так, как он того пожелает, это заставит мужчину взбодриться. Но в конечном итоге Рин говорит ему, что если он выиграет бой, они вознаградят его по своему усмотрению. Вскоре туфля попадает ему в лицо, когда он меньше всего этого ожидает. Внезапно за ним появляется Прата и направляет дуло ему в голову, предупреждая, что на таком расстоянии он не сможет его остановить. Затем он просит его поднять руки и говорит ему, что он уже обнаружил свою силу, так что его победа бесполезна. Кодзи может заставить вещи, которые влияют на него, исчезнуть, пока он держит руки на земле. И таким образом последний бой заканчивается победой Эль Прата, снова используя ложную силу Миона. Вскоре начинается последний бой, Юрий выходит на ринг, однако его противником оказывается Сераджи, хулиган, который выбросил ее вместе с ним из здания. Увидев это, она приходит в ярость и задействует всю свою силу, хотя он совсем не боится и готов принять все, что угодно. Сила Оджи сделает его тело твердым, как железо, поэтому Шин начинает сомневаться в победе Юрия. Однако он бросается на него, как только загорается зеленый свет. И одним ударом не только выбивает его с ринга, но и наносит ему большой урон. Затем Прата объясняет Син, что несмотря на то, что у нее среднее ученическое телосложение, в ударе используется больше вещей, таких как скорость, сила и тело в целом. И именно поэтому она не просто увеличивает свои способности в 5 раз. Столкнувшись с этим, Прата приходит к выводу, что сила Юрия, возможно, самая сильная из всех, поэтому он планирует использовать ее в какой-то момент в своих интересах. Это знаменует поражение команды соперника, и появляется Мион, чтобы сказать им, что они очень скоро понесут наказание. Затем охранники проводят победившую команду в другую комнату, где девушки проигравшей команды обслуживают их, одетые как кролики. Пока они едят, Юрий говорит Проте, что у него немного болит рука после того, как он ударил Оджи, поэтому он достает украшенный орнаментом носовой платок с медвежатами и сжимает руку Юрия, чтобы попытаться свести к минимуму ее боль, и таким образом явно планирует завоевать ее расположение. Затем Мадока пытается злоупотребить своим мнением о рингу, но Прата напоминает ему, что он был единственным из проигравшей команды, поэтому он начинает шутить с ним, что он тоже должен быть одет как кролик. Это очень впечатляет Рингу, а также смущает его. Вскоре после этого он сообщает ему, что начинается следующее испытание, поэтому он снова делится на проигравших и победителей, каждому назначается путь, по которому они должны идти. А затем он говорит проигравшей команде, что это был не тот путь наказания. В то время как команда Проута прибывает в комнату, которую они делят на несколько коридоров, и каждый должен выбрать свою в отдельности. Шин и Мадока идут впереди в каждой из своих, и в этом случае Прата пользуется возможностью, чтобы сказать Юрию, что платок очень важен, поэтому он просит его оставить его в покое. Выживите и верните его позже. Это заставляет ее покраснеть и уйти оттуда с платком. Таким образом приводится в действие план Праты по завоеванию Юрия своим уникальным и мощным мастерством. Через некоторое время Прата появляется в комнате, где ему звонят по телефону, и он получает простые инструкции для следующего теста. Он начинает со 100 баллов и должен набрать 1000 менее чем за полчаса, чтобы выиграть тест.
Затем открывается дверь, и Прота выходит, по-видимому, в лес, снаружи, где есть признаки того, что другие были раньше. Есть мяч, сообщающий ему по громкой связи, что каждый выбывший в блоке А равен 10 очкам, и в этот момент игра начинается. Прота решает бежать вперед, но внезапно ему преграждает путь светловолосый парень и говорит, что хочет завербовать его. В этот момент появляется Юрий, которого преследует группа очень странно выглядящих мужчин, и она бежит к Проте. Оказавшись позади, мужчины говорят, что они принадлежат к группе Красного Дракона и что они хотят, чтобы обе девушки тоже относились к Проте. Однако один из них, который выглядит полным извращенцем, говорит им, что Прота мужчина, поэтому они решают идти наперекор всему. Светловолосый мальчик, кажется, принадлежит к другой группе, которую они называют зеленым, и он стоит между мужчинами Эль Прота и Юри. Внезапно он превращает палку в большой лук с бесконечным количеством стрел и готовится атаковать красную группу. Светловолосый мальчик говорит им бежать, пока он отвлекает другую группу, но у них есть секретное оружие, на которое явно никто не рассчитывает. У бывшего извращенца по имени Мацусита оказывается ствол Миона, и он нацелен прямо на троих молодых людей. Увидев это, Юрий шокирован и предупреждает Проту, что у него есть такая же способность, но это явно дает ему преимущество, поскольку другие этого не ожидали. И услышав Юрия и его команду, он говорит, что у него есть такая же способность, как и у него. Говоря это о пушке, они убеждают себя, что Прота тоже обладает этой способностью, поэтому ему удается еще раз повернуть руку и стрелять в людей в красном. Хотя на этот раз он не причиняет им вреда. Потом они получают в качестве предупреждения стрелу от другого мальчика, но Мацучита все равно стреляет в него, когда он пытается сбежать. Прота уже предсказал это, поэтому как только другой стреляет в него, он делает то же самое, и благодаря дыму и неразберихе им удается убежать. Увидев, что они убежали, люди волнуются, так как они не знают, как они теперь скажут своему боссу. Некоторое время спустя мальчик появляется перед Прото и его спутницей и говорит, что его зовут Сайта, и говорит им, что он принадлежит к фракции в том месте. Позже Сайта ведет их на базу Лос-Вердес, где группа людей работает и живет так, как будто это деревня. На самом деле, оказавшись внутри этого места, они видят девочку, которая носит ребенка, и этот ребенок не носит жен, потому что они родились в этих играх. Затем Сайта сопровождает их в зал собраний базы и просит их подождать, пока он идет поговорить с руководителем этого места. Однажды только Юрий спрашивает Проту, выбрал ли он ту сторону, потому что считает, что они хорошие люди, но он отвечает ему, что все было не так просто. Только из-за этого, но в такой игре кто-то не может заботиться о слабых, поэтому Прота считает, что у них должны быть очень сильные люди со специальными навыками, чтобы все это организовать. Мгновение спустя появляется Сайта и ведет их к начальнику базы, старику по имени Сирасаги. Господь благодарит их за спасение Сайта, но Прота и Юрий отвечают, что на самом деле все было наоборот, что я спас их. Потом мужчина спрашивает их о его силах и, обнаружив, что у Проты есть пушка, очень рад, что у него есть такой сильный человек. Затем настала очередь Юрия, который говорит ему, что его сила заключается в удвоении его физических возможностей в 5 раз. Услышав это, и старик, и Сайта плачут от радости, потому что если сила Прота относится к классу а сила Юрия явно выше, это большая редкость. Затем Ширазаги объясняет им, как на самом деле работает третье испытание и показывает, как вы там живете. На этот раз очки, которые вы получаете, выполняя серию заданий, которые вам явно дает организация, и нет необходимости никого убивать. Однако старик продолжает объяснять, что когда он прибыл, все они разделились на небольшие группы, чтобы выполнять миссии и таким образом сосуществовать, пока не прибыл глава другой стороны и не начал похищать людей. Люди и делают действительно грязные вещи, потому что их цель не в том, чтобы пройти испытания, они просто хотят создать что-то новое. Их царство там, поскольку ничто не гарантирует им, что четвертая фаза не будет чем-то худшим, с чем они хотят иметь дело. Тем временем мы видим, как группа Красного Дракона возвращается, и они объясняют боссу по имени Ичи, что мальчик из каньона сбежал от них. Как раз в этот момент рядом с этим гигантским человеком находится ринг, которого мы ранее видели. Из-за того, что у него была обезглавленная голова, как будто ничего. Ичи делает вид, что ему все равно, что они выпустили Прота, и предлагает им пиво. Но когда один из них подходит, босс останавливает его и говорит: «Я не против». Он бьет ее бутылкой, разбивая ее на месте и оставляя ее лицо полностью окровавленным. На этом прерывает суп лидер красной команды, которого явно зовут Куроига, и просит Ичи не поднимать из-за этого столько шума. Затем он сообщает боссу, что, возможно, Проте удалось сбежать от этих четверых,
потому что он обладает такой же редкой силой, как и они, и это привлекает внимание Ичи. Так что он больше не может позволить себе позволить ему просто уйти. Вернувшись в зеленую команду, Ширазаги продолжает объяснять группе, что члены красной команды порабощают тех, кого похищают. Перед этим Юрий говорил, что помогает им, потому что это напоминает ему о жестоком обращении, которое отец Рины совершал по отношению к ней. Им также объясняют, что есть третья фракция, называемая синей командой, у которой есть очень особые полномочия, если они объявят себя нейтральными. Шираза пытается убедить Прота присоединиться к их стороне, но он начинает подходить к их столу и указывает на него рукой, готовый к выстрелу. Пушка. Старик спрашивает его, не намеревается ли он использовать его в качестве заложника и выбрать другой путь, но Прота беспокоится, что пушка не сработает. Вот он и спрашивает, не собирается ли он использовать ее в качестве заложника и выбрать другой путь. Но Прота беспокоится, что пушка не сработает. Вот он начинает задаваться вопросом, не верит ли старик в то, что это его настоящая сила. Или у него есть способность, которая явно выводит его из строя. Но когда он просит Юрия прекратить наводить на него дуло, она срабатывает, и Сирасаги счастливо улыбается, видя, что его сила была такой, о которой им явно сказал Прота. После этого он бросает вызов Протону стрелять, если хочет посмотреть, куда все это его приведет, и вскоре после этого мы видим, как пушка срабатывает. Однако, когда Прота пытается выстрелить, ничего не происходит, так как сила Сирасаги отталкивает его до самого ствола. Это убеждает Проту, что силы старика достаточно, чтобы справиться с красными, поэтому в этот момент он решает присоединиться к Сайтой и, очевидно, к его отряду. Затем появляется женщина по имени Мамока, которая сообщает лидеру, что на базу прибывает много новых участников. Но это создает проблему, поскольку комнат на всех не хватает. Поэтому Прота предлагает разделить их с Юрием. Она начинает воображать очень странные вещи и совершенно не помогает тому, кто входит в ее комнату. Она находит презерватив на кровати, Юрий прячет его, очень нервничая. И после этого Прота благодарит ее за то, что она согласилась разделить эту указанную комнату, так как она хотела побыть одна. Тогда Прота просит тебя доверять ему и говорит, что собирается раскрыть ему большой секрет своей истинной силы. Таким образом, ему описывают роль, которую его сила играет в телепатии, и он просит Юрия сосредоточиться, чтобы соединить свой разум с его разумом. Она решает поверить Протону, и тот активирует ее силу, так что ей действительно удается общаться с Юрием телепатически. Там Прота объясняет ей, что он уверен, что за ними следят, так как лидер осторожный человек, и они должны защищать их всех. Поэтому они наверняка держат их под прицелом, пока не поймают. Проверьте, опасны ли они или полезны для общества. После этого Юрий рассказывает им свою историю, и таким образом Прота понимает, что она хочет вернуться, чтобы присмотреть за Ририей, потому что у нее явно больше никого нет с девочкой. Затем Прота говорит Юрию, что он не заинтересован в возвращении, а только в том, чтобы выиграть игру и провести матч-реванш против Миона. В то время, когда они вместе, Протак убеждается, что Юрий надежный человек, поэтому он решает пообещать ему кое-что. Он просит его пожать ему руку и обещает, что вернет его домой, но что он должен держать в секрете свою истинную силу. Затем он показывает ей, что его способность состоит в том, чтобы обладать силой, которой, по мнению соперника, обладает он, и это очень сбивает Юрия с толку. Внезапно все получают на свой телефон сообщение от Миона, объявляющее о следующей миссии, которая состоится завтра, и речь шла об охоте. Столкнувшись с этой новостью, Исси и его группа решают, что пожертвуют имеющимися у них рабами для выполнения указанной миссии, и на следующий день все собираются. Лидер зеленой группы делит своих на несколько команд, а Юрий формирует свою собственную с Протой. Когда они прибывают на место миссии, Прота телепатически разговаривает со своей спутницей, которая чем-то обеспокоена. Там он объясняет ей, что он не получил никакой информации о силах других, но он должен действовать, прежде чем они узнают реальность его собственных. Даже в этом случае ему очень трудно смириться с тем фактом, что он отдал свою жизнь в руки Юрия. Вскоре все они прибывают в руины блока Ди, и там появляется Мион, чтобы начать охоту. Внезапно сверху падают люди, похожие на того, который напал на Прота, когда он ходил в школу, и готовится к бою. Мой мальчик объясняет им, что каждый монстр, которого они уничтожат, даст им 30 очков, и что испытание закончится только тогда, когда они уничтожат всех или умрут сами. Таким образом, Прота начинает сражаться с пушкой благодаря стратегии, которую он запланировал с Юри. Он попросил своего партнера подумать, что его сила — это телепатия, поскольку остальная часть команды считает, что это пушка. Таким образом, Прота сможет использовать обе силы в то же время без ведома других, но кроме того у него есть очень своеобразный способ добиться этого. Создав дуэт с Юрием, они действуют самостоятельно, но лидер продолжает следить через доверенных лиц за всеми шагами, которые предпринимает Прота Юрий. Находясь в центре внимания людей, которые считают, что его сила — это орудие, он может продолжать использовать телепатию и оставаться незамеченным.
Постепенно другим также удается уничтожить некоторых монстров, используя свои способности, и есть человек, способный выдержать удары этих существ. Девушка, которая владеет отличным мечом и даже религиозная. Его сила в том, чтобы использовать проклятую куклу, чтобы причинить вред своим противникам, бросив ее против них. Вскоре появляется красная команда во главе с Ичи и Куроигой. За ними следует множество порабощенных людей, которые обязаны этим одолжением. Широсаки приказывает своей группе отступить, чтобы не раскрывать свои способности и таким образом не позволить красной команде быть в центре внимания монстров. Однако план Куроиги состоит в том, чтобы использовать свою силу, чтобы заставить игроков, которых они привели, убить их. Это создает серьезную проблему для Широсаги, который не хочет, чтобы эти невинные люди умирали. Поэтому он просит свою группу спасти тех, кого они могут. И хотят уходить оттуда как можно быстрее. Пока мы видим, что среди рабов есть Ринго, которого спасают Прота и Юрий как раз перед тем, как его уничтожил монстр. Лидеры красной команды наблюдают за боем с высоты руин, не вмешиваясь, что это разрешено, но Мион решает вдохнуть в него жизнь «Я играю» и выпускаю его секретное оружие. Другого еще более крупного монстра по имени Мяу. Это существо состоит из части других монстров. Хотя Прота пытается победить его своей пушкой, эта пушка не причиняет ему абсолютно никакого вреда. На самом деле Прота в конечном итоге врезается в дерево из-за Мяу, и его должен защищать Широсаги. Старик спрашивает его, может ли он двигаться, и когда он отвечает, что если он попросит его уйти оттуда, так как этот монстр принадлежит ему. Айсё показывает нам, что сила лидера зеленой команды, хотя он и не хотел использовать ее перед Ичи и Куроигой, он посредник и может помочь ему. Их сила заключается в том, чтобы иметь возможность мирно вести переговоры со своим противником. Однако эта сила также может быть использована в оскорбительных целях, если медитация не приведет к хорошим результатам, и это то, что в конечном итоге происходит. Широсаги пытается максимально защитить себя от монстра, но тот не сдается, поэтому он активирует свою силу и проделывает дыру в его груди. Монстр терпит поражение, но мы видим, что старик также получил некоторый урон, потому что это плохая часть его способности. Однако момент, когда он умирает, заканчивается. Мяо начинает пожирать всех монстров и получает возможность регенерировать и закрыть рану, нанесенную ему Широсаги. Таким образом, Мион объясняет, с чего началась вторая часть боя. Поскольку многие боссы в видеоиграх делают то же самое. Таким образом, монстр приходит в себя и снова нападает на Широсаги, который теперь почти не может защищаться, потому что одна из его рук сильно повреждена. Увидев это, Юрий пытается подойти к нему, чтобы помочь, но Сайта и Прота мешают ему из-за того, насколько он опасен. В этом случае Прота напоминает ему, что они должны вернуться домой с Ририей, но Юрий расстраивается, потому что все это кажется просто отговорками, поэтому он освобождается от пут. Двое его товарищей, и он бежит к старику, чтобы защитить его своей силой. Мужчина одной рукой сопротивляется атакам монстра, когда внезапно появляется Юрий и отбивает его сильным ударом в воздух. Однако тут же монстру удается нанести ответный удар, поэтому она хватает Широсаги и бросается вместе с ним назад, чтобы увернуться от него. Когда Мияо собирается вернуться в атаку, в него стреляет Прота из своей пушки, и Мион снова наводит на него прицел. На этот раз Прота решает попробовать что-то новое с Юри, но для этого он должен добраться куда-нибудь, где его не увидят. Его напарница пытается убедить его, что это слишком рискованно, пока они уворачиваются от монстра и общаются телепатически. Пока все это происходит, Ичи говорит своему брату, что Прота выглядит идиотом, сражающимся таким образом, поскольку он ничего не делает с монстром. Однако Куроига более наблюдателен и объясняет Ичи, что у Прота, похоже, есть план, выходящий за рамки того, что они явно видят. Прота находит место, в котором враги наверху не видят его, поэтому он направляется туда в погоне за чудовищем. Как только чудовище загоняет его в угол, он просит Юрия следовать плану, и они складывают руки, чтобы сосредоточиться на чем-то. Монстр наносит жестокий удар по Протону и засыпает все обломками, но с ним явно ничего не происходит, как вдруг он появляется в рукопашной схватке с монстром. И он засовывает ствол ему в рот и стреляет ему в голову. Юрий подбегает к Али и обнимает его за то, что он действовал таким опасным образом, что удивляет Прота и смущает его спутницу. Но внезапно Мяо снова появляется с израненной головой и пытается напасть на двух товарищей. В этом появляется Ичи и наносит удар, который отрывает голову главному монстру и побеждает его одним ударом без каких-либо усилий. Ичи встает перед Проту и говорит ему, что он обнаружил свою пушку, которая лучше всего работает на очень близком расстоянии. К тому же он думает, что увернулся, монстр случайно наносит удар, и это кажется ему действительно интересным,
хотя вскоре все переворачивается с ног на голову. Поскольку Юрий пытается напасть на него, видя, что все невинные люди погибли по его вине, несмотря на ее силу, Ичила останавливает его ударом, как ни в чем не бывало. Хватает ее за ногу и толкает в сторону. Брось рядом с протой, катящимся по земле. Потом ужасный человек спрашивает их, закончили ли они теперь испытание, с которым они хотят сразиться с ним. Но в этот момент Мион стреляет из своего пистолета в ноги Ичи и сообщает ей, что она еще не закончила испытание. Затем он подходит к группе игроков и говорит им, что они подумали о следующей миссии, чтобы положить конец этой междоусобице. Такая задача называется «Королевский дом» и состоит в том, чтобы поймать телефон босса противоборствующей стороны, чтобы выиграть ее. Это кажется красной команде слишком скучным и простым, поэтому Миюн придумывает, как ей следует изменить правила. Она предлагает, что, может быть, было бы неплохо активировать кандалы лидеров, чтобы они не могли использовать свои силы. Поэтому, когда они слышат это и Протай, и Ичи, они удивляются, они воображают, что таким образом они смогут легко убить главаря каждой из сторон. Однако Ичи прерывает Мион и говорит ей, что хочет что-то добавить в игру, если она сочтет это интересным. Поэтому красная сторона предлагает, чтобы миссия не заканчивалась, когда они захватят телефон босса, но чтобы все на их стороне явно должны были умереть. Это очень привлекает внимание Миона, но Ширасаги кричит ему, что этого не может быть, потому что на его стороне женщины и маленькие дети. Несмотря на его жалобу, Мион отвечает ему, что ни у одной команды нет прав, и что если они не примут условия, им явно придется столкнуться прямо сейчас. Столкнувшись с этой угрозой, лидеру зеленой команды ничего не остается, кроме как отступить, чтобы подготовить свою группу к миссии, и Прота возвращается в базу вместе с лидером и Юрием. И как только старик там предлагает ей пойти привести себя в порядок, на что она явно очень взволнованно соглашается. Когда она уходит, старик шепчет Проту, чтобы тот, как только его рука заживет, зашел к нему в комнату, так как он хочет сказать что-то личное. Вскоре после этого Прота приходит к Ширасаги, и тот спрашивает его, в чем его настоящая сила, поскольку он знает, что я не уклоняюсь от него, мяу, просто все. Таким образом, Прота признается ему, что пушка — это не его настоящая сила, но отказывается рассказывать ему больше, так как он хранит секреты. Но обещает старику, что воспользуется этим умением, чтобы раз и навсегда покончить с красной командой. С другой стороны, мы видим, как член этой команды нападает на девушку в лесу, и выясняется, что ее зовут Рика, но в этот момент появляется Шин, чтобы защитить ее. Тем временем мы видим воспоминания о Ринго, в котором она знакомится с Протой через онлайн-игру, хотя его зовут К, позже она узнает свою истинную личность, если станет его поклонницей из-за его игровых способностей. Поэтому после того, как Юрий и Ринго спасли ее, она решает пойти на свидание, поблагодарить его и признаться, что вы им очень восхищаетесь. Перед этим Шин приезжает в деревню вместе с молодой девушкой. Там они воссоединяются с Эль Протой и Юрием, который рад его видеть. Будучи другом Эль Прота, вождь Зеленых говорит Шину, чтобы он чувствовал себя как дома, и предлагает ему защиту, по крайней мере, на этой неделе. Сразу после этого Мион связывается со всеми по громкой связи и напоминает ему, что до миссии осталось всего 7 дней. После этого Прота уходит оттуда, размышляя о том, кто является самым проблемным врагом, поскольку Ичи будет ограничен в битве. Но Куроига виновник то, что многие люди в конечном итоге погибли из-за его власти, которая явно поработила их, что является большой проблемой. Но Прота оказывается один, и появляется Ринго, чтобы поблагодарить его, но она также использует этот момент, чтобы признаться ему в своей силе. Она упоминает, что хочет поговорить о реальной силе Проты, и это явно заставляет его очень нервничать, поэтому она хватает его и входит с ней в один из домов. Оказавшись внутри, она напоминает ему, что ее сила позволяет ей узнать силу соперника и скопировать ее с очень низким процентом, поэтому ей нужна его помощь. Ринго знает, что сила Проты также зависит от других, поэтому он просит ее позволить ему быть его партнером, и таким образом они могут ясно помочь друг другу в этом. И то, и другое. Перед этим Прота спрашивает его, знает ли он о силах красной команды, и Ринго подтверждает это кивком головы. Вскоре после этого она выходит из дома и сталкивается с Юрием, который все видел с самого начала. Так что на следующий день Прота идет искать Юрия и просит его провести несколько дней вместе, так как он направляется поговорить с синей командой. Тем временем слуга красной команды по имени Юки встречает на базе заключенного, сбежавшего с зеленой стороны, и приносит новости. Внутри красные драконы заняты тем, что балуют Ринго, как вдруг появляется очень странная и явно злая девушка. Она сразу спрашивает, что там делает Ринг, и нападает на нее, когда та пытается представиться, поскольку, по мнению других, она ненавидит женщин. Однако Рика это не волнует его слова, и точно так же он насмехается над ней, упоминая, что он на самом деле мужчина.
Вскоре появляется Куроига, чтобы вмешаться между ними, и Ренка становится полностью покорной и ласковой по отношению к нему. Увидев там кого-то настолько опасного, команды Красного Дракона понимают, насколько серьезна эта ситуация. Вскоре после этого появляется еще один участник по имени Камуи, старик, который въезжает в зал на скейтборде, а затем уничтожает его своей силой. Куроига предупреждает старика, что не хочет неприятностей, и вскоре после этого в дверях появляются Юки и беглец из зеленых. Подчиненный спрашивает слугу, где находится человек по имени Риндо, и он отвечает, что пошел испытать свой меч на своих заложниках. Затем Юки продолжает и говорит ему, что у мальчика, который его сопровождает, есть что-то важное, что им нужно рассказать. Поэтому он подходит и объясняет им указанную ситуацию, которая заключается в следующем: он хочет сказать им, похоже, у них есть агент, проникший на базу зеленых, и он получил информацию о Проте. Там Куроига подтверждает свои подозрения, поскольку этот беглец рассказывает ему, что Прота пережил удар монстра, а затем использовал пушку. Поэтому Куроига отправляется на поиски Ичи, который тренируется с одним из своих монстров, и говорит ему, что сила пушки Прота неверна. В то время как Прота Юрий продолжает свой путь к базе синей команды, хотя на мгновение останавливается в лесу, чтобы что-то попробовать. Прота пытается использовать способность Юрия умножать свои физические возможности, но у него ничего не получается, так как он не может двигать своим телом, когда она активирует эту силу, в отличие от своей партнерши, и считает, что это потому, что она вундеркинд. После этого нам стало известно, что Прота использовал силу другого члена зеленой команды, чтобы увернуться от указанного монстра, и это была способность телепортироваться. Но это не то, что они могут сделать в следующем бою, так как это очень рискованно и сложно. Потом они пробуют что-то другое, и Прота просит их представить, как он превращается во что-то, но Юрию это трудно. Поэтому он пытается сделать что-то более конкретное и говорит ей представить, как он становится кем-то, кого она может визуализировать. Прота прячется за деревом, и когда он активирует свой дар и снова выходит на улицу, он превратился в Ринго. На этот раз, если сила сработает, поскольку она не такая широкая, как способность превращаться во что угодно. Однако, когда Прота использует свою силу, чтобы увидеть, кем он стал, он спрашивает Юрия, почему он выбрал Ринго. Там он узнает, что Юрий видел их, когда они в другой раз заходили в дом, и объясняет ему, что произошло и почему он выбрал Ринго. Согласен с Ринго. Прота говорит Юрию, что он не может рассказать ему о силе этой девушки, поскольку это часть условий, но это поможет им в битве. Кроме того, другое условие состоит в том, чтобы Юрий знал об их соглашении, чтобы если бы Прота убил ее, она бы сразу заподозрила Прота. В то время как Прота встречается с лидером синей команды, которого сопровождают Мадока и двое других игроков, этого мальчика зовут Умота, и он кажется в порядке. Всегда усталый или скучающий, хотя увидев Юрия, мы обнаруживаем, что он тоже какой-то извращенец. Не теряя времени, Прота говорит ему, что хочет завербовать игроков на своей стороне для битвы против красной команды. А Мота отказывается участвовать в боях явно чужих, и тогда Прота решает сделать им предложение. Он даст каждому по 200 очков и еще 500 тому, кому удастся украсть интерфейс у члена красной команды. Это шокирует товарища Ямота по команде, но он отклоняет это предложение, так как у него на уме что-то получше, и просит передать Юрию. Там Прота разыгрывает свою следующую карту и сразу же отвечает ему, что не собирается сдавать ее ему, так как она стоит больше 10 или 20 игроков. Таким образом, Проте удается немного манипулировать Ямота, поскольку он говорит ей, что она обладает силой, сопоставимой с его силой, вот так, что если он хочет, чтобы я его сдал, он должен бороться за это, но он не заинтересован в том, чтобы рисковать своей жизнью. Перед уходом синий лидер сообщает Проту, что он выполнит его сообщение, хотя он знает, чем закончится это боевое задание. Как только трое игроков синих уйдут, Мадока говорит Проту, что он собирается присоединиться к красной стороне, чтобы сразиться с ним. Но Мадока говорит Проте, что он присоединится к красной стороне, чтобы сразиться с ним. Это не может не волновать его, поэтому он просто принимает ее решение и уходит вместе с Юрием. На закате вы оба прибываете на базу зеленой команды, нагруженные мешками с едой, чтобы накормить остальных этой ночью. Вскоре после этого Прота навещает заключенных с красной стороны, и кто-то из них просит его помочь им, хотя бы в качестве санитара. И ведет их к Сиросаги, и лидер дает знак, чтобы они оставались на месте. Я одобряю ваше предложение, поскольку ваша философия отличается от философии красных. В тот вечер все едят мясо, которое принесли Прота и его спутница, готовясь к завтрашнему празднованию Дома Короля. Из этого мы видим, что Прота собирается поговорить наедине с Ринго о договоре, который они недавно заключили, и ночь явно продолжается.
На следующее утро зеленая команда прибывает в район, где должен был состояться бой, место, которое они уже знали благодаря Проте, так как он был одним из первых, кто принял участие в битве. Он изучал это и исследовал местность вместе с Юрием в течение предыдущих нескольких дней. Как только вы окажетесь там, вы получите по телефону новые инструкции от Мен о миссии, которую вы собираетесь начать. Для начала вы должны завершить миссию, похитив интерфейсы врагов. Если она продвинется дальше, чем на 3 метра, это считается смертью, и наручники владельца будут активированы. Так что у них закончатся силы, и они будут убиты. Мы выставили соперников на показ. За каждый украденный интерфейс им будет начислено 1 очко Майен, и они также могут получить 10 таких в местных башнях. После этих очков их можно будет обменять на вспомогательные средства во время миссии, такие как раскрытие врагу, крадущему его силу. Затем заканчивается, когда кому-то удается убить интерфейс короля мира, противоположная команда. После этого обе команды определяют, кто их король, и начинается домашняя игра с королем. Стратегия зеленой команды состоит в том, чтобы сделать как минимум 3 из 5 ладей и держать их под своим контролем. В дополнение к этому они должны защитить Ширазаги и попытаться захватить интерфейс Ичи, используя силу Юрия. Вскоре после этого Сайта захватывает первую башню и держит ее в безопасности вместе с другими игроками. С другой стороны, Азука, женщина, владеющая гигантским мечом, направляется к следующей башне, когда возникают проблемы. Внезапно земля начинает дрожать, и стена рядом с ними разлетается на куски, оставляя позади короля красной команды. Все через свой интерфейс слышат, что происходит. Однако Ичи прикончил 2 своих товарищей, прежде чем они смогли что-либо сделать. Столкнувшись с этим, Азука использует свою силу и превращает палку в гигантский меч, который она использует, чтобы атаковать Красного Короля. Этот без проблем уклоняется от всех его ударов, пока в конце концов не схватится за свой меч одной рукой. Однако все это то, чего хотела Азука, поскольку ее сила также позволяет ей изменять вес меча. Поэтому, пока он хватает свое оружие, она увеличивает его вес настолько, насколько может, чтобы попытаться раздавить его. На мгновение это, кажется, срабатывает, и он застает человека врасплох, но ему удается уничтожить меч, прежде чем он выйдет оттуда раненым. Затем он пинает Аску на крыше в стену и оставляет ее тяжело раненой и безоружной. Ширасаги считает, что это ловушка, явно от Куроиги, который использует самого короля в качестве приманки. Тем временем Шин пытается защитить Хаареку, поскольку его сила позволяет ему создать барьер, защищающий базу. Однако, когда другие члены его группы приходят на помощь Аске, Хаарека сообщает Вознесенному, что кто-то приближается туда. Сайта и его товарищи прерывает Камуи, который преграждает им путь, повалив дерево и уничтожив одного из них. Тем временем Ренка убивает игроков своими миниатюрными вертолетами, а Риндо делает то же самое своим мечом. Потом мы видим, что Шин потерял руку из-за Юки и Рин, которой удалось найти Прота. Прямо сейчас Прота пытается произвести обмен, договариваясь с Рин, хотя он остается настороже о том, что она может сделать. Она говорит ему, что они оба равны, поскольку делают все возможное, чтобы выжить. В этом случае он использует зеленую команду и ее. Затем она спрашивает его о Юрии, хотя он отвечает, что это не его дело, где он находится. Ирин автоматически пытается соблазнить Прота. Это заставляет его выбежать и сказать ей, что он заинтересован только в обмене с ней, ничем другим. Как только он уходит, Рин достает свой телефон и связывается с кем-то, чтобы сообщить, что она нашла Прота. С другой стороны, мы видим, как Шин потерял руку. И оказывается, что человеком, обнаружившим Хареку, была Юки. Этот спросил Шина, где находится остальная часть его команды, но он никому не сообщил о местонахождении, а вместо этого попытался напасть на слугу. Схватив его, Юки активирует свою силу, касается одной из наручников, которые явно держит Шин в руках, и она значительно ослабевает. Вот как ему удалось убить остальных своих товарищей с помощью нескольких красных нитей, которые сжимают и перерезают то, к чему он прикасается. Возле башни второй пытается привести зеленую команду, удаляя больше игроков из зоны, пока он не устанет и не решит покончить с Аской. В этом она говорит ему, что они увидят его в аду, и прощается со всеми, включая своего малыша Таро. Но как раз в этот момент появляется Юрий и мощным ударом отбрасывает Ичи в сторону и вовремя спасает Аску. Она говорит Ичи, что эта женщина очень хорошая мать, но эти слова нисколько не смягчают мужчину, который отвечает, что скоро пришлет за ее сына, который пойдет с ней в могилу. И это приводит Юрия в ярость, поэтому он бросается на него драться.
Айти очень удивлена силой, которой обладает Юри, хотя на мгновение она недооценивает ее и думает, что, очевидно, поймав ее, все это закончится. Это оказывается стратегией Прота и девушки, поскольку инстинкт человека, когда он что-то хватает, чтобы вытянуть из этого, так что одна из причин, по которой он это делает, заключается в том, что когда он берет что-то в руки, он начинает, как только Ичи ловит Юрия, она использует возможность ударить его коленом и вырваться на свободу. Как только он получает преимущество, она увеличивает свои физические возможности и несколько раз бьет его, пока не оставляет его на полу несколько раненым. Перед всем этим Ичи встает, улыбаясь и готовый снова драться, в то время как Куроига притворяет в жизнь другой план. Поскольку выясняется, что у братьев на стороне была шпионка-враг, которого они намереваются использовать, чтобы напасть на Ширасаги со спины. Однако вскоре после этого нам показывают, что шпионка уже была поймана зеленой командой благодаря силе Ринго. Этот человек отказывается сотрудничать с ними и разговаривать, пока Ринго не скажет ему, что он уверен, что победит благодаря Проте. Затем он просит у него немного воды, и Ринго идет за ней, одновременно прося Ширасаги и еще одного человека дать ему время разобраться со шпионом. Внезапно лидер зеленых получает звонок от Джареки, в котором он предупреждает их, что враги создают много проблем. Это очень настораживает Ширасаги, поскольку он не понимает, почему они двигаются так быстро, если шпион был пойман. Но когда Ринго возвращается к дереву, где был привязан предыдущий человек, оказывается, что его убили. Убийца никто иной, как старая Момока, о которой никто не подозревал, уже давно завоевала доверие группы. Тем временем мы видим воспоминания о Проте, а также Юри, прежде чем они расстались в начале игры. В этот момент Прота просит Юрия сосредоточиться на Куроиге, поскольку он является вдохновителем операции Красных. Однако она знает, к чему клонит Ичи ради Аски. И она не хочет, чтобы с ней что-нибудь случилось, так как у нее есть ребенок, о котором она должна заботиться. Столкнувшись с отсутствием чувствительности у Проты, Юри противостоит ему и говорит, что просит Ринго о помощи, так как она ни к чему не приведет. Он отвечает ей, что Ринго играет другую роль в стратегии, и это заставляет Юрия задуматься, действительно ли он использует его только для того, чтобы все. После этого Юрий убегает в поисках Аски, и Прота отделяется от нее, приводя в действие план Б. Мгновение спустя он видит, как к нему направляются маленькие мечи, и в последний момент уклоняется от них. И тут снова появляется Мадока. Прота наносит удар своей пушкой по дереву позади мальчика, но это только дает Мадоке преимущество, поскольку он превращает обломок дерева, когда они падают, в маленькие мечи, и ему удается ранить и прижать Прота к дереву. Оказавшись там, Мадока пытается запугать его, но Прота продолжает держать свое слово, что он не беспокоится о нем как о сопернике. Внезапно Мадока замечает присутствие кого-то очень близкого и велит Проте убираться оттуда. В тот момент Риндо атакует с дерева, но едва не терпит неудачу, и Мадока вмешивается, так как хочет победить самого Аль-Прота. Столкнувшись с этим, Мадока и Эль-Прота решают сформировать команду, чтобы противостоять убийце. Это план, который я разработал с Рингом ранее. Она сообщила им обоим, где будет Прота, и поэтому я мог бы объединиться с Мадокой вместо Юрия, если что-то пойдет не так. Сила Риндо, похоже, такая же, как и у Мадоки, помимо того, что он отличный фехтовальщик. Однако вскоре что-то меняется, этот человек начинает действовать по-другому. Чтобы выпустить порывы совершенно режущего воздуха, которые заставят двух парней на мгновение отступить в лес. Там они осознают силу, которой обладает Ринду, которая заключается только в мече. Поэтому должна существовать другая форма, которая явно позволяет ему наносить режущие удары по воздуху. Таким образом, затем они оба разрабатывают четырехэтапный план, как победить его, и через несколько мгновений возвращаются к поиску убийцы. Мадока быстро бросается в рукопашную, чтобы сразиться с Риндо, чтобы он не смог подняться в воздух на такое короткое расстояние. В то время как Прота прячется за ближайшим деревом и атакует пушка, чтобы стрелять в его бывшую слепую зону. Это, кажется, работает, однако когда Прота активирует свою пушку, атаке удается разрушить дерево, не причинив Ринду вреда. После этого он наносит ответный удар и оставляет сильно раненого Прота на земле. Но на этом план не заканчивается, поскольку существует пятый шаг. Прота подает знак Мадоке, чтобы он увидел куски дерева, так как они взлетели в воздух, и тот превращает их в мечи, в свою очередь ударяя по ним ногой в направлении Риндо и так далее. Ассасин терпит поражение от силы Мадоки. Пока это происходит, мы видим, что Ренка прикончила десятки человек из зеленой команды, и осталась только очень раненая религиозная. Она перед смертью активирует силу своей проклятой куклы и бросает ее в Ренку, в результате чего она ломает себе шею, поворачиваясь назад. Однако немного затем Ренка встает, как ни в чем не бывало, и крутит головой, пока не вернет ее в прежнее положение.
После этого появляется Рин, прежде чем Рена заканчивает убивать монахиню, и они оба вступают в конфронтацию, и Рена начинает атаковать Рин. А Рин защищает свое тело клинками, которые мы видели ранее. Однако его сила в чем-то более особенном. Вскоре игрушки Рены нападают на Рин, причиняя ей очень серьезные раны, и ее тело обогряется кровью. После этого Ринка думает, что победила, но тут Рин активирует свою новую силу и сразу же пускает в нее кровь, которая превращается в клинки. Так что Ринка тяжело ранена, и Рин использует момент, чтобы приковать ее цепью к дереву и преследовать настоящего врага. Недалеко от леса Джин, Рин находит девушку с ящиком рядом с ней и решает проткнуть ящик лезвием. Внутри оказывается игрок, который наделил Ренку непобедимостью, поскольку эта девушка была ответственна за воплощение игрушек в жизнь. Как только мужчина умирает, Рин объясняет девушке, что заключил договор с зеленой командой, чтобы спасти свою шею. Если зеленым удастся победить, они скажут Мион, что Рин была среди них в качестве злоумышленника на стороне врага. Таким образом, она победит, и она победит. Она останется в живых, но для этого она должна покончить с собой, и единственный оставшийся свидетель – это девушка. С другой стороны, Шин продолжает сражаться с Юки, а тот привязывает его к веревкам, продолжая отрезать ему части тела и ранив его. Похоже, его соперник наполнил поле какими-то высокотехнологичными волокнами, которые он использует, чтобы сжимать предметы и таким образом убивать кого захочет. Это заставляет Шина спросить его, сколько людей он убил таким образом, чтобы овладеть своей силой, чем Юки явно хвастается перед ним. Затем слуге красных удается обмотать шею Шина одним из волокон и готовится прикончить его, однако Джарека перерезает ему горло. Атакуйте, подталкивая его своей особой силой, и Юки меняет цель. Вот он бросается на девушку с клинком, чтобы прикончить ее, а Шин стоит на пути, принимая атаку за нее. В этот момент Шин вспоминает, что когда его старший брат был маленьким, он был непобедимым бойцом и что он явно очень восхищался им. Однако он погиб в дорожно-транспортном происшествии и в итоге стал его донором его сердца, так как Шин был серьезно болен. Таким образом, он и его брат всегда были бы командой и всегда были бы вместе. Так что он наконец смог использовать свою силу, чтобы защитить кого-то. Как раз в тот момент, когда он собирается нанести удар Юки, Шин активирует свою силу и создает непробиваемую броню на его теле. Благодаря этому ему удается освободиться от пут своего соперника и ударить его об пол, полностью выбив его из игры. Тем временем Сайта отчаянно отбивается от Камуи своими стрелами, хотя он явно без проблем избавляется от них всех. После хорошей борьбы понимает, что не может победить, и решает пожертвовать собой, чтобы дать своим товарищам время. Поскольку его жизнь до прибытия Вы была действительно плохой, и они всегда доставляли неприятности другим, но они принимали это и заботились о нем. Итак, Сайта намеревается развлечь Камуи как можно больше, но в этот самый момент появляется Прота. Он говорит ему, что Юрий с Аской, но им нужна помощь, поэтому он просит Аута пойти с ней, и он позаботится о старике. Как только он уходит, Прота решает испытать силу Камуи и бросает в него камень, который разрушается при прикосновении ваша рука. Таким образом, Прота понимает, что способности старика обусловлены какой-то химической реакцией, что объясняет доспехи его товарищей. Однако Камуи понимает, что Прота действительно интересен, и что Курагай правильно высказал свои подозрения. Поэтому он спрашивает Прота, что он думает делать в его состоянии, когда он не может использовать пушку, когда захочет. И это приводит молодого человека в состояние повышенной готовности. После этого старик бросается в атаку и объявляет Прота своей новой игрушкой, с которой можно повеселиться, но вскоре что-то переворачивает ход боя. Прота внезапно вытаскивает меч Риндо и явно показывает его Камуи, заставляя его поверить, что он может копировать способности других. Таким образом, Прота получает способность другого убийцы наносить удары эфирным мечом и четко поражает старика своими ударами. План Прота работает безупречно, поскольку он использовал двусмысленность слухов о том, что его сила не была орудием, из которого враг мог бы действительно поверить, это может быть любой тип навыка, и поэтому Ринду удалось использовать его для победы на дальних дистанциях. Затем Прота берет телефон Куи, и тот отмечает, что проиграл ему бой. В то время как Ширасаги и его группа обнаруживают, что убийца шпиона – это тот, кого они никогда не подозревали, и появляется таинственный человек.
Мамока находит лидера зеленых без сопровождения и решает атаковать, но он сопротивляется, и вскоре к ней прибывают Ринго и еще один мужчина. Оказывается, причина, по которой женщина все это делала, в том, что она узнала, что боссы красной команды ее дети, и она хочет, чтобы они были вместе. Помогите им. В этом случае дама целится из того же пистолета, что и Прота, в ребенка, которого она явно держит на руках, который, как оказалось, и есть ее сын. Сын Аски, и он говорит Ширасаги, что если он не сдастся, он убьет указанного ребенка, поэтому он заканчивает тем, что бросает свой терминал прочь, уничтожая себя. Точно так же Мамока не прекращает бой и решает уничтожить всех, кого сможет, из команды соперника. Со своей стороны Куроига считает, что выиграл игру, но Мион отвечает ему, что это не так, поскольку король ни разу не был нокаутирован. Поэтому мы проверили, что зеленая команда не выбрала Ширасаги королем, и в этот момент рядом с ним появляется Прота Куроига. Вскоре после этого Рингу преследует Мамока, чтобы попытаться спасти Таро и помешать победе красных. Однако леди обнаруживает девушку и начинает атаковать из пушки, поэтому Рингу решает скопировать ее силу, как ему сказал Прота. Таким образом, он обнаруживает, что хотя его выстрел имеет только 1/10 мощности, он также стреляет в 10 раз быстрее. Столкнувшись с этим, она решает сразиться и просит Мамока оставить Таро в безопасном месте, чтобы они могли встретиться лицом к лицу, не подвергая его опасности. Пожилая женщина соглашается, и они обе начинают стрелять друг в друга из своих пушек, засыпая сцену обломками и пылью. Пользуясь плохой видимостью, Мамока окружает Рингу и бьет ее сзади рукой, превращая ее в пушку и бросая на землю. Оказавшись там, женщина продолжает бить ее до тех пор, пока она не станет очень слабой, так как считает, что у Ринга нет решимости стрелять. После этого Мамока говорит ему, что она спасет Таро и исправит ошибки его прошлого, но Рингу не хочет позволять ей забрать его. Поэтому Мамока говорит ей, что она спасет Таро и исправит ошибки его прошлого. Девушка пробивает стену позади Мамока и заставляет ее поверить, что она раздавила ребенка, чтобы она не забрала его. Леди в отчаянии выбегает, чтобы найти Таро среди обломков, но как раз там она попадает в ловушку Ринго. Она изменила местность своими выстрелами так, что Мамока не могла различить, где она оставила ребенка, а потом явно забрала его. Таким образом, Рингу вынуждает даму запустить свой интерфейс и быть удаленной, хотя она снова воспользовалась оплошностью девушки. В то время как Рингу поднимает с пола телефон, Мамока пытается ударить ее камнем по голове, чтобы забрать ребенка из чистого эгоизма, на что ученик отвечает отказом. В ответ он стреляет в женщину сзади, чтобы вызвать лавину камней, и оставляет ее в ловушке под ними. Вдали от этого Юрий продолжает противостоять Ичи, когда он появляется у Мадоки и Син, чтобы помочь ей. Последний передает ему сообщение от Прота. И это то, что он хочет, чтобы она выжила, чтобы он мог извиниться перед ней, когда все закончится. Со своей стороны Прота противостоит Куроиге, но у него есть план, и вскоре вокруг них появляется куча рабов. Таким образом, он считает, что какой бы ни была сила Прота, ему нечего делать в этой ситуации. Так начинается битва между ними обоими. С одной стороны Куроига и его рабы на стороне красных, а с другой Прота на стороне зеленых. Он пытается выстрелить из пушки только в самом начале, которая явно нацелена на Куроигу, но тот отбивается одним из тяжелых шаров. Саэка, таким образом мы видим, что она тоже в рабстве. Куроига контролирует свои действия, поэтому заставь его снова бросить мяч, на этот раз Прота уклоняется от него, а затем подходит другой игрок и разбивает тяжелый предмет об один из кубиков атакующих Прота. Перед лицом этого он пытается выстрелить в человека, который использовал эту способность, но в этот момент видит, что тот умоляет его сохранить ему жизнь. Таким образом, Прота проверяет, что то, что он сказал Ринго некоторое время назад, было правдой. Она объясняет Проте, что Ичи и Куроига объединили свои силы, чтобы творить, и что так они поступили с ними, когда были схвачены. Ичи начинает атаковать заключенных своей ужасной силой, а затем Куроига останавливает его, так как они чувствуют себя в долгу перед ним. Таким образом активируется его сила, которая позволяет ему позволить своим должникам любой ценой возместить ему то, что они ему должны, и в данном случае жизнью. Вот так они начинают еще больше окружать Прота, и он исцеляет и награждает за то, что все держит под контролем. На что Прота спрашивает его, в этом ли и состоит его царство, в том, чтобы держать все под контролем, используя свою силу. Это на мгновение останавливает Куроигу, и Прота пользуется возможностью, чтобы снова задать ему вопрос. И это то, что если вас не беспокоит то, что он знает. В этом Прота считает, что нашел слабое место своего врага. И в этом их высокомерие, поскольку они считают себя выше всех остальных. По этой причине они недооценили лидера зеленой команды и не знали, что они также могут отразить атаки его способностей в другом испытании.
Однако Куроига уже понял, что Прота просто выигрывал время для своих товарищей по команде, чтобы победить Ичи. И что все это было ловушкой, поскольку Куроига дал ему время подумать, что оказывает ему услугу. Проте нужно выиграть время, и его друг с радостью предоставил его ему, поэтому сила Куроги вступила в игру. Сразу же на шее Проты появляется цепочка, подчиняющая его, как и остальных, и таким образом он становится плюсом Куроги. Поскольку это второстепенный долг, он не может заставить его рисковать своей жизнью, поэтому он явно не может использовать одну из своих ног. Мгновенно появляются цепи и захватывают ногу Проты, в то время как остальные медленно приближаются к нему. Это тот случай, которого Куроига ждет, чтобы он использовал силу, раскрытую ему шпионом, который некоторое время назад привел Юки на базу. Так что на мгновение мы видим воспоминание, в котором Куроига знает о существовании этой другой способности, которую может использовать Прота. Оказавшись в окружении невинных людей, на которых он не хочет нападать, Прота в конечном итоге использует телепорт и оказывается позади своего соперника. Однако Куроига ожидал, что он воспользуется этой силой, и у него уже был один из миньонов, защищающих его спину. Они ловят Прота, прежде чем он сможет использовать пушку, чтобы избавиться от своего врага, и таким образом он снова полностью разоблачен. Как только он обездвижен, у Куроига подходит к Проте и объясняет ему, что все это время его план состоял в том, чтобы оставить ему только один выбор в битве. Все было продумано, так как он будет использовать эту силу и таким образом теперь нанести ему удар, от которого у него не будет выхода. Затем Куроига достает нож и вонзает его в Проту между животом и грудью, заставляя его явно начать истекать кровью. Этот падает на землю ослабленный, и Куроига считает битву выигранной. Однако Проте удалось оказаться там, где он хотел быть. Оказывается, он все это время внедрял воспоминания и мысли в голову своего врага, окружая его. Например, когда он недооценил силу короля противоположной стороны, и он убедился, что может возместить полученный ущерб. Во время того разговора Куроига допустил ошибку, недооценив Прота, поскольку его план состоял в том, чтобы использовать силу короля зеленых. Куроига все это время вспоминал о посреднических способностях, которыми обладал Ширасаги, но он больше не был королем, поэтому думая о будущем. Куроига не мог не признать, что Ширасаги был прав. Сила, которой он обладал, была передана Протону непреднамеренно, и таким образом ему удалось ее использовать. Таким образом, Прота прекращает безуспешные переговоры и использует это, чтобы одним ударом сбить Куроигу с дерева и серьезно ранить его. Он больше не рассматривает эту ситуацию как простую игру, а как нечто, что изменилось, и он явно хочет защитить других, возможно, благодаря Юри. Как только Куроига ударился о дерево, цепи были натянуты, а шеи тех исчезли, и они были освобождены. Позже мы узнаем, как Проте удалось обмануть мозг красной команды несколько дней назад и спастись от ножевых ранений. Оказывается, под одеждой у Проты были мешки с мясом, которые они с Юрием некоторое время назад привезли на базу зеленых. Он знал, что они воспользуются ножом, потому что шпионка явно доставила на вражескую базу несколько дней назад один из них, и это был никто иной, как он сам Прота. Однажды Сину удалось поймать охотника за рабами из красного отряда, и Прота решил использовать его с помощью Юрия. Она вообразила, что Прота может превратиться в этого человека вместо Ринго, и таким образом ей удалось проникнуть на вражескую территорию. Оказавшись внутри, она рассказала Куроге недосказанную информацию и начала зацикливаться на том, как она использовала рабов, и на ноже, которым она обычно пользовалась. Таким образом, Прота незаметно передавал Куроге его территорию, чтобы он спустился в караулку со своими силами. Куроига побежден, но он предупреждает Проту, что у него нет ничего общего с Ичи, поскольку загнать его в угол – это смертный приговор смерть. Вскоре после этого мы видим, как Юрий, Шин и Мадока противостоят гигантскому человеку и умудряются нанести ему еще один урон втроем. Однако внезапно что-то меняется, и Ичи начинает терять контроль, задаваясь вопросом, кто они, и поэтому он говорит им, что они не люди. Это сбивает с толку всех троих игроков, и внезапно одним ударом, и если он полностью вывернет руку Мадоки и швырнет ее в стену, в этот момент мы видим, как Прота отключает интерфейс Куроиги, и они уходят в поисках своих товарищей по команде. Мужчина хватает другой телефон, который у него спрятан, и говорит своему товарищу несколько слов, в которых просит его создать там свое царство. Там мы узнаем прошлое обоих, в котором они жили в приюте для брошенных детей и быстро подружились. В этом месте они жили бок о бок. У Момоко было много детей, и она заботилась о них как о своей собственной матери.
однако директор этого заведения был жестоким человеком, которого интересовали только деньги. И он относился к ним как к насекомым или человеческому мусору. В то время мечтой обоих было создать свободное королевство, как в сказке о насекомых, которую Куроига показал им, когда они впервые встретились. Эти воспоминания пробуждают истинную силу Ичи, которая срабатывает, когда он накапливает больше боли и гнева, и ему удается вывести Юрия из себя. После этого он атакует Шина, несмотря на то, что защищается доспехами своих способностей, а также ему удается одним ударом отбросить его от себя. Ичи поворачивается и видит, что Юрий все еще стоит, поэтому он говорит ему, что почувствовал, как одна из его рук сломалась. Это из-за этого то, чем он жил, когда был маленьким, в приюте, где жил с Куроигой и другими детьми. В другой раз режиссер нашел рассказ, который вы читали вместе, и начал сильно ругать своего друга за то, что у него это есть. Мужчина дошел до того, что бросил рассказ на пол и закричал на них, что они меньше, чем жук или животное, так как их бросили. Затем он, как обычно, ударил их своей деревянной палкой, а через некоторое время, получив это избиение, наступил на сказку и разорвал ее на части. Увидев это, Ичи был полон ярости и боли. В нем росла неконтролируемая сила, которая побудила его разбить директору голову пепельницей. После этого инцидента Ичи все больше терял контроль, он вспоминал о том, что произошло, и относился к ним так, как будто они не были людьми. Все это он рассказывает Юрию, который отвечает ему, что когда он видит свои шрамы, то думает о двух девочках, о себе и Энририи. Перед этим Иши смотрит на Юрия, спрашивает его, думает ли он, что эти девочки покончат с собой так же, как и он. На что девушка отвечает ему, что этого не произойдет. Но прежде всего, Юрий дает ему понять, что независимо от того, что говорят другие, и он и Рири люди, и они не позволят ему победить. Она ненавидит, когда всю свою жизнь слышала, что что-то происходит случайно или явно случайно, как ее собственное рождение. Но она убеждена, что зашла так далеко не из-за судьбы, а потому, что каким-то образом искала этого. Так что, несмотря на раны на его сломанной руке, Юрий наносит удар Ичи, делает то же самое по отношению к своему сопернику. В одно мгновение Юрий и Ичи наносят удар изо всех сил, в результате чего у нее начинают ломаться кости. Это шокирует ее соперницу, поскольку она не понимает, как она может держаться одной рукой, которая к тому же ломается. Однако удар также приводит к тому, что кости руки Ичи ломаются, и он на мгновение отстраняется. Ужасный человек видит, что его соперник, несмотря на боль и раны, идет впереди него, и представляет, как это возможно, что он больше не должен мириться. Юрий пытается атаковать снова, но он уклоняется от него и начинает новый шквал ударов, которые она получает, защищаясь одной рукой. На мгновение мы видим, что души раненых детей внутри них соединяются друг с другом. Маленький Ичи спрашивает Юрий, не чувствует ли он боли, и она отвечает ему, что все наоборот, что ей очень больно. Затем девочка отвечает ему взаимностью и спрашивает, действительно ли она ничего не чувствует, или это просто предлог убежать от боли. Эти слова заставляют сердце мальчика биться сильнее, и маленький Юрий продолжает говорить ей, что никогда не думает проигрывать такому, как он. После этого взрослый Юрий снова с большой силой бьет Ичи и заставляет его руку начать опускаться. В то время как Ичи остается парализованным, Юрий продолжает говорить ему, что хотя они не хотят чувствовать, они люди и что они думают спасти Ририю. Затем маленький Юрий подходит к Ичи и говорит ему, поглаживая его по плечу, что он очень сожалеет, что спасать его уже поздно. Поэтому он решает помочь ему справиться со своей болью, и мужчина не мешает ей нанести ему прямой удар в грудь. Однако, когда Юрий бьет его, абсолютно ничего не происходит, поскольку его сила явно исчезла. Это потому, что Куроиге удалось использовать 50 очков Миона, чтобы отключить способность врага. Благодаря интерфейсу, который он хранил в своей одежде, ему удается общаться с другими игроками в своей команде и активировать башни, чтобы набирать очки. В этом случае Прота ослабил бдительность, полагая, что интерфейс Куроги больше не работает и что его сила явно исчезла. Но это не так. Поскольку он не получает никакого урона, Ичи снова теряет контроль, ей удается ударить Юрия кулаком в стену позади нее. Когда Ичи собирается покончить с ней, Прота просит его остановиться через громкую связь, используя свои очки. Он говорит ей, что покончил с Куроигой, и что если он ищет настоящего короля зеленых, то это не Иросаги, поэтому он хочет встретиться с ним лицом к лицу. Эта новость очень огорчает Ичи, который не находит смысла создавать королевство без Куроиги, но в конце концов принимает бой, так как он думает убить того, кто лишил его брата жизни. А затем Прота просит его услышать голос Юрия, чтобы убедиться, что он жив.
После этого Ичи подходит к ней и бьет ее по лицу, чтобы она пришла в себя, и приближает ее к своему интерфейсу, чтобы она могла слышать прота. В этот момент она задает проте ключевой вопрос, и Эсси думает пойти туда, чтобы заменить ее, на что она отвечает утвердительно. Таким образом, мы видим, что все остальные игроки узнают, что прота собирается сразиться с королем красных, и что Шираги все еще жив. Вскоре после этого прота, похоже, готов сразиться с помощью Юрия, поскольку они что-то тайно практиковали. В одно мгновение Два бросается в атаку, чтобы победить своего брата, и прота активирует новую силу, которая превосходит его способности. Это то, что он планировал ранее с Юрием в игре. Один из их совместных выходов. Мне нужно было бы ударить Изи всего один раз, чтобы победить его. И для этого нужно было бы нанести мгновенный удар в самый нужный момент со всей силой, на какую она только способна, чтобы представить, что у него есть. Благодаря этому проте удается поразить Ичи с еще большей силой, чем у них обоих, несмотря на то, что он не может сдвинуться с места, чтобы атаковать. Получив жестокий удар, Ичи падает на землю с огромной болью, но ему снова удается подняться. Прота, который также упал на землю с раненым кулаком, смотрит на это в страхе. Однако Ичи встает только для того, чтобы сказать проте, чтобы он позаботился о тех двух девочках, которых Юрий ему явно напоминает. Затем мужчина снова падает, и его интерфейс издает звук, свидетельствующий о том, что он вышел из строя. Как только Иши выходит из игры, зеленая команда громко празднует победу, и проте удается встретиться с Юрием, чтобы попросить у него прощения. Она отвечает ему, что была уверена, что он прибудет вовремя, но как раз в этот момент появляется Мион с несколькими охранниками. Она сообщает проте, что его ждет последнее задание с королем игры, и это забрать его приз, а также поговорить о будущем. Поэтому охранники начинают забирать раненых игроков, чтобы позаботиться о них, а Миун уходит в ближайшую башню, чтобы подождать. Некоторое время спустя прота выздоравливает у реки, когда Амото появляется из ниоткуда на другой стороне воды. Он говорит ему, что должен ему 200 очков за его помощь, и признается ему, что видел все, что он сделал. Сила Юрия кажется ему чем-то интересным, но сила Юрия кажется ему чем-то невероятным, поэтому он хочет его помощи в другой миссии. Столкнувшись с этим, прота приходит в состояние повышенной готовности и задается вопросом, что именно видел Амото, где он был или какова его сила. После этого Амото говорит ему, что он хорошо знает, в чем его способность, и что на таком расстоянии он не сможет увернуться от нее. Затем лидер синих вызывает пушку в его руке и стреляет в прота с близкого расстояния, в результате чего он очень сильно ранен. Перед уходом Амото сообщает ему, что он должен ему 200 очков и свою жизнь, но его главная цель – убить Миона. Поскольку прота скоро воссоединится с ней, Амото просит его помочь ей с этой задачей, поскольку шоу и игры его совершенно не волнуют. Затем Мото уходит, и прота теряет сознание, задаваясь вопросом, что он упустил из виду в своем плане покончить с этим таким образом. Таким образом начинается новое утро, и прота просыпается в своей постели в реальном мире, как будто ничего не произошло. Однако его сердце чего-то ищет. Игра, которая заставляет его преодолевать препятствия и сталкиваться с врагами с определенной целью. Прота снова готовится к школе, но на этот раз вместо того, чтобы переходить дорогу, он решает пойти в игровой автомат. В какой-то момент ему надоело там находиться, и он направляется на самый верх большого здания, похожего на смотровую площадку. И там среди толпы он находит Юрия, который сразу узнает его, приходит в восторг, увидев его, и не задумываясь, прыгает ему в объятия. И на этом аниме заканчивается. И если ты дошел до этой части видео, прокомментируй секретное слово «сила», потому что так я отдам тебе свое сердце, так как ты один из немногих, кто дошел до этой части видео. А также не забудь оставить свой лайк, нажать кнопку подписки и активировать маленький колокольчик, что очень важно. С учетом сказанного, помните, что вы можете прокомментировать мне, что аниме они хотят, чтобы я резюмировал для следующего видео, так как я всегда их всех читаю. И просто скажите им, что Пинья Кола Аса прощается.